Близнецы, привет! Я сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз с 21 до 31 июля. Мы посмотрим, что принесет каждый день третьей декады июля в вашу жизнь. Мы в этом прогнозе мы всегда смотрим влияние энергетические в вашей жизни, да, различные, то есть помимо каких-то бытовых вопросов посмотрим влияние. Смотреть буду двойной колодой для вас. Не забывайте, пожалуйста, смотреть всегда прогнозы на свой знак асцендента. Это очень важно. Определите знак асцендента, он может отличаться от вашего знака гороскопа, но говорить вам иногда он может даже больше. Итак, мы начинаем. 21 июля. Если что-то срезонирует, вы захотите поподробнее узнать, расклад все-таки общий у нас, да, сейчас. Захотите поподробнее узнать ответы на свои личные вопросы, вы можете написать мне. Контакты все для связи находятся в описании канала. Я всегда на связи с вами. Можем быстро посмотреть ваши вопросы. Итак, вот у нас до 25 июля и 26. Очень люблю эту колоду, она двойная, и здесь сразу можно две колоды использовать для такого обширного расклада, полного максимально для вас, чтобы вы знали события, были предупреждены, да, о чем-то в своей жизни, о чем должны быть предупреждены, и вовремя реагировать позитивно для себя. 30 июля. Все во благо для вас делается. 31. Хорошо. Итак, 21 июля. Давайте посмотрим. Книга. Узнаете что-то новое, и получение документов здесь идет. Изучение какой-то информации, открытие для вас какой-то информации, консультации, результаты какие-то вы получаете, сдача экзаменов, получение документов. И корабль, смотрите, действительно могут быть получение документов для того, чтобы поехать куда-то, да, поехать, переехать, документы, связанные с поездкой, паспорта, визы или путевки, туры, да, если вы оформляете, документы, связанные с дорогой. Еще также корабль, и это учеба, это ваш жизненный путь, да, корабль это вы отправляетесь по жизненному пути в профессиональное, может быть, плавание. И вот здесь вот получение дипломов, получение аттестатов, это все сдача экзаменов, это все открывает вам путь в будущее. Вот в этот день он такой связанный все-таки с документами, которые вам как-то открывают путь. Далее, 22 июля. Лиса. Это ваша карта на первом месте, да, вы. Это анализ. Лиса — это такая хитрость, но это анализ и умение состыковать, да, свести такие вот какие-то базы данных друг с другом и получить результат, который приносит вам удачу. Видите? Ваша логика, ваш анализ, ваш острый разум и хитрость, конечно же, продуманство такое, да, приносит вам удачу. В этот день вам повезет. Это какая-то награда заслуженная, потому что вы достаточно умный человек. И такой лиса, она смотрит наперед всегда. Вот, лиса здесь у нас позитивная. Иногда лисы в некоторых колодах у нас случаются не очень позитивные. Здесь все-таки вы на такой острый ум, вы владеете информацией, и вы действуете, получаете результат и удачу. 23 июля. Резкое пресечение, резкое прекращение чего-то, и это связано, может быть, с общением, каким-то общением с какими-то людьми, получение какой-то информации. Больше она вам не нужна, больше вам не надо слушать. Это может быть, вы состояли в каком-то сообществе, вы отказываетесь больше там состоять, вы не хотите больше там быть. Знаете, даже если бывает такое, что коса, наоборот, запрещает, нет, но здесь ваше решение, вы не хотите больше получать какой-то информацию, опыт других людей вам не интересен, да, слишком много галдят эти люди, они ваше пространство занимают, и вы как бы прекращаете резко. На ссору, конечно, это не похоже, больше как будто бы интересы разошлись, и больше вы не интересны. Вам не интересно мнение других людей. И это верно, потому что это вы двигаетесь по своему пути, мы здесь уже видели, да, вы умеете своей головой думать. 24 июля.
Якорь и медведь. Якорь — это привязанность к какой-то стабильной структуре или к человеку сильному, надежному. Это начальник, это госструктура и это, ну, военные даже могут быть. Вот смотрите, привязанность к чему-то или к кому-то очень надежному, и привязанность надежная, да. Может быть, созависимость ваша от кого-то и этого человека, от вас. Довольно здесь может быть утяжеленные такие отношения, потому что сила по медведю, она охраняет, она защищает, но это часто абьюзивные отношения, когда нас подавляют психологически, смотрите, используя наши привычки, используя наши привязанности, нас подавляют и нами руководят. Сам по себе медведь как охранник неплох, но он очень тяжелый, то есть какая-то тяжесть на сердце из-за какой-то привязанности. Не может быть, нет возможности отпустить кого-то, нет возможности освободиться от каких-то обязанностей. Вам приходится выполнять эти обязанности, и где-то приходится даже, может быть, самому или самой оказывать поддержку, и вас это может немного угнетать и, ну, держать на месте, да, якорь нас держит, нас не отпускают. И мы не можем освободиться. Это вот, знаете, вот я даже сейчас пытаюсь вот этот поток информации поймать, как будто дышать не можете полной грудью. Вот, хочется свободы. 25 июля. Ключ — это видите, ключ от двери, получение информации, которая поможет вам открыть, да, что-то для себя. И змея рядом с вами. Смотрите, двойная информация. Змея — это мудрая женщина, это опытная женщина. В целом от змеи идет подсказка. Это может быть какая-то мудрая, старше вас женщина, которая дает вам подсказку, направляет вас. Да, но в целом вреда здесь от змеи нет, даже не двойной смысл. Один смысл. Вреда я не вижу здесь от змеи. Это змея, которая вам подсказывает. Она просто... Ну, может быть, у вас в окружении есть женщина, которая знает, скажем так, владеет энергетикой и даже магией. И это может быть эта женщина, и она для вас сейчас выходит как человек, который вам подсказывает верный путь, более того, дает вам инструмент, чтобы вы этот путь осилили. Здесь как бы помощь идет, но, возможно, вы обращаетесь, да, за такой помощью к кому-то. Решение проблемы здесь идет через змею. Вот. Кто-то помогает вам решить какую-то проблему, вы обратились туда, видимо. 26, конечно же, июля. Гроб — это прекращение навсегда чего-то. Прекращение, смотрите, связи с другим мужчиной, возможно, да, умирает окончательно связь, общения с другим мужчиной. Вот. Или в другом формате. Я не хочу озвучивать, конечно, такую негативную информацию, но так и есть. Из вашей жизни так или иначе уходит какой-то человек. Вот. И это отпускание еще, да, там был якорь у нас, он утяжелял вас, а вот здесь гроб говорит о том, что вы отпустили. Может быть, кстати, вам помогла чистка какая-то, да, кто-то вам помог разгрузиться и освободиться от чего-то былого, прошлого, вас освободили. 27 июля письмо. Письма у нас — это новости, это сообщения электронные, и это документы и сад. Видите, общество людей. Сад — это мероприятие, это общественные места, это посещение общественных мест, и это общество по интересам. То есть вы получаете, может быть, приглашение посетить какое-то мероприятие, посетить какой-то праздник, или, может быть, приглашение вступить в какое-то сообщество, да, вы получаете, и для вас это открытие, это что-то новое. Вроде бы, где вот здесь вы прекратили общаться, наверное, это был один уровень информации, вам стало там неинтересно, вы решили уйти. И приглашение, посмотрите, да, потому что святое место пусто не бывает. Одно заканчивается, другое в вашей жизни начинается. Видите, из этого сада вы ушли, в этот сад вы пришли. Из одного общества людей вы вышли, в другое присоединились. Вас приглашают туда присоединиться. Приглашение приехать куда-то, посетить какое-то мероприятие, может обменяться опытом, поделиться опытом, да, себя показать, на людей посмотреть. Вот что-то подобное будет здесь у вас. 28 июля. Клевер. Клевер — это удача. Клевер, посмотрите, здесь целая корзинка удачи для вас. И якорь, посмотрите, все-таки частично, да, какие-то привязанности ваши, они работают вам на руку. Ваша удача в том, что вы довольно стабильный и уверенный человек в каких-то вещах в своей жизни. Какие-то вас делают тяжелее, и от этого вы освобождаетесь постепенно. Но что-то стабильное в вашей жизни, оно дает вам опору, и вы чувствуете удачу. В этот день вам повезет.
что-то, может быть, вы ждали какого-то ответа, ждали прихода в свою жизнь, какой-то энергии, она приходит. Вы получаете то, что вы заслужили. Это кармическая удача, да, вам возвращают удачу, потому что вы ее заслужили. 29 июля. Дерево. Дерево здесь такое, оно, видите, не очень благополучное, но замерзшее дерево. И ключ, опять же, ответ на вопрос. Второй раз выходит тоже ключ. Вам необходимо обратить внимание на свое здоровье. Дерево здесь говорит, что, может быть, не обращали внимания на свое здоровье, может быть, такое замирание какое-то в вашей жизни есть, да, нет движения вперед, процессы внутри замерли, психосоматика здесь может быть, вам нужен ответ. Может быть, кстати, ключ — это и анализы сдать, да, может быть, необходимо проверить что-то по здоровью, вообще проверить, перепроверить какую-то информацию, связанную, это родовая еще структура может быть по вашей жизни. Ответ ищи в своем роду, ответ ищи в своей генетике. Вот о чем говорят эти карты. Ответ вам необходим. Ключ этот, он как будто бы у вас в руках, но вы как будто бы пока не знаете, как его применить. Тоже консультация может быть, вам здесь поможет, потому что ключи, видите, как они, ключ, да, вам дает женщина, которая владеет этой информацией. То есть часто нам для того, чтобы какой-то ответ получить, нам нужен взгляд профессионала, взгляд со стороны, от человека, который может эту информацию получить и нам ее предоставить. 30 июля. Крест и аист. Крест — это, во-первых, это откровение для меня. И вот в данной колоде вот этот вот именно крест, посмотрите, он здесь внизу, и здесь как бы духовное его проявление наверху. Здесь крест — это очищение вашей кармы. Вы избавляетесь от своей кармы, и эта карма как-то связана с личной жизнью, с отношениями. Вы как будто бы вступаете на новый этап личной жизни, как будто бы, может быть, поиск в вашей жизни прекратился, может быть, укрепились отношения, вот все, что в личной жизни у вас происходит, это по карме. Вы это каким-то образом себе заработали, да, и хорошая личная жизнь. И если нет пока никого, вы в поиске, видите, аист здесь в поиске, он полетел искать свою пару. Все это ваше личное испытание, вы его проходите для того, чтобы чему-то научиться и как-то освободиться, да, от своей утягощенной кармы, потому что впереди вас ждет только счастливая личная жизнь. Аист — это всегда гнездо, он летит в свое гнездо, или он летит для того, чтобы добыть какую-то ресурсы, добыть для своей семьи. То есть аист — это всегда благополучие, и вы просто сейчас можете воспринимать какие-то в отношениях, может быть, у вас происходят перемены, и вы воспринимаете это как вот даже наказание, да, крест — это что-то тяжелое, но на самом деле нет, вы очищаетесь через эти отношения, вы получаете в итоге более крепкие отношения, вышедшие на новый уровень. Повторяюсь, расклад общий, да, то, что касается личной жизни, всегда, конечно, нужно смотреть вашу совместимость с партнером. В общем раскладе могу дать как могу, но все-таки я даю как могу информацию, но лично вас с партнером, вашу совместимость, это важно посмотреть. Если вас интересует это, то лучше все-таки обращаться лично. И 31 июля медведь. У нас опять выходит кольцо. Видите, прочная связь с каким-то человеком, который очень надежный. Это, как, знаете, медведь может по роду идти защита, может быть, вообще просто защита за вами какая-то стоит. И это человек как защитник вашей жизни, который вас обеспечивает надежно, да, у вас союз, у вас договор с этим человеком, вы на договоре с кем-то живете, и у медведя такая двойная структура. Он вас охраняет, оберегает, но он и сковывает частично. Он контролирует. Он, если что-то не вписывается в его картину мира, он не даст вам сделать. Поэтому здесь договор, знаете, это как вот договор, шаг вправо, шаг влево. Вот это в вашей жизни присутствует. То есть это и надежность, и стабильность, и безопасность, но в то же время творческие какие-то порывы, скорее всего, вы не сможете проявить. Для этого аккуратнее
мы, да, подписываем договоры. То есть, чтобы от и до все пункты, они были вам близки, вы понимали, что вы достаточно свободны, будучи под покровительством этого человека. Итак, вот такой у нас получился расклад. И я вас благодарю от всего сердца за участие в нем. Интересный такой энергообмен у нас здесь всегда с вами происходит. Благодарю вас, буду, как всегда, благодарна любой реакции на канале. Лайкайте, не забывайте, подписывайтесь, комментируйте, я отвечаю на ваши комментарии всегда. Подписывайтесь на группу в Телеграм и присоединяйтесь к практикам, которые я для вас делаю. Также можете написать мне лично, и я всегда на связи вместе с вами. Пока-пока, увидимся.